Скины — это что-то вроде тех вещей из альтернативной вселенной, которые раньше были тегом на Tumblr, где просто написано «Я бы хотела, чтобы мой персонаж был по-настоящему игривым» или по-настоящему крутым киборгом в таких фильмах, как Сиопс. Это довольно круто. Просто задуматься о том, как художники-концептуалисты хотели переосмыслить этого любимого чемпиона, а также о том, что игроки хотели бы видеть от этого чемпиона. Меня зовут Энни Квон. Я художник по персонажам в Riot Games и работаю в команде по созданию скинов для League of Legends. До этого я была стажером. Мы отвечаем за создание потрясающих красивых скинов, с которыми игроки могут взаимодействовать и покупать, а также за создание рисунков персонажей для этого. Мы создаем 3D-ресурсы для игры, чтобы игроки могли реально взаимодействовать с ними. Я работаю над Pie, которая занимается персонализацией, погружением и самовыражением. По сути, это команда скинс в Riot для League of Legends. Я создаю 3D-персонажей для игры. В сегодняшнем эпизоде я собираюсь создать 3D-изображение персонажа Big Top Кейтлин, которое Том Рэндби сделал для одного из предыдущих эпизодов, воссоздав ее в стиле Big Top, с характерным для лиги характером. На самом деле она не будет участвовать в игре, но это выглядит так, как будто я собираюсь создать ее для скинов. Во время моей стажировки я работала над Кэфи Кьюти Сарака. Это было действительно мило, и мне очень понравилась концепция. После этого у меня появилась возможность поработать над моим первым созданием, которым стал Элдервуд Рексай. После этого я приступила к работе над обликом рыцаря затмения. Итак, я работала над главным злодеем, которым был пожиратель солнца Кейл. Это действительно забавно, потому что команда, в которой я участвую, называется Team Rocket, что очень похоже на злодея из Покемон. И мы продолжаем работать над всеми этими злодеями. Одним из моих любимых персонажей в игре была Мисс Фортуна, и у нее уже очень давно не было ни одного университетского образования. Я хотела переосмыслить ее с помощью концепции Джейсона Чана. Он главный концепт-художник Riot, и он действительно один из моих любимых концепт-художников всех времен. Было действительно здорово увидеть его версию Мисс Фортуны. Я превратила это в модель персонажа, используя все принципы, которым я научилась в художественной школе и при просмотре видео. Я также работала над проектом Pool Party Jinx, и эта концепция была разработана Кези в Твиттере. Мне очень понравилась ее арбузная тема, поэтому я действительно хотела представить ее в игре. Когда я впервые начала рисовать персонажей, меня очень вдохновила игра в League of Legends со своими друзьями. Когда я рассматривала вопрос о том, как попасть в действительно крупные компании, такие как Blizzard или Riot, многие советы, которые я получала, сводились к созданию игрового персонажа, который хорошо вписывался бы в игру. Все фан-арты, которые я создавала, были сделаны с учетом того, что я хочу, чтобы это было в игре. Я хочу иметь возможность показать, что я могла бы справиться с этой работой, если бы они просто внезапно втянули меня в это дело. Когда я работала над фанатскими скинами для Miss Fortune и Pool Party Jinx, я имела в виду, что, вероятно, могла бы попытаться показать, что я могу справиться с этой работой и быть способен выступать на таком уровне, который был бы хорошо представлен в игре. Это был один из советов, который действительно помог мне получить стажировку. Модель, над которой я работаю сегодня, я создала в ZBrush с высоким разрешением, где я хочу максимально точно передать все черты Кейтлин. А затем я создаю низкополигональную версию в Maya, что обычно я делаю для создания персонажей. Когда я начинаю работать над персонажем, я обнаруживаю, что сначала маскирую все цвета, что значительно облегчает задачу. И так я пошла дальше и разделила все материалы на части — красные, синие, белые и золотистые, просто для того, чтобы во время рисования не было такого беспорядка. Мне не нужно думать о том, куда положить щетку или как сделать так, чтобы все выглядело чище. Я могу просто действовать очень быстро и свободно. Я взяла концепцию Тома Рэндби и превратила ее в пропорционального персонажа в игре. По сути, я собираюсь начать с базовых цветов, местных оттенков того, каким был бы материал без какого-либо освещения. Я довольно часто ссылаюсь на эту концепцию. Но я бы не сказал, что это очень хорошо — любить болванчика. Я думаю, постоянно переводить взгляд с одного цвета на другой. Мне нравится ваш экран, но просто вникните в суть концепции и постарайтесь как можно лучше воплотить это в своем персонаже. Обычно люди, которые занимаются рисованием персонажей, используют выпечку, что также является отличным способом для начала. Но если вы только начинаете изучать эту область, это действительно хорошая практика — попытаться понять, что вы делаете, чтобы создать форму чего-то плоского. Цвет. Именно этим я и занимаюсь сегодня, вместо того, чтобы начать с выпечки.
Так что прямо сейчас я просто пройдусь по волосам, создавая все необходимые формы. Освещение в лиге очень нисходящее, а это значит, что поскольку освещение исходит сверху, ты должна иметь в виду, что все фигуры будут освещены сверху. Таким образом, все, что обращено вверх, будет освещено, а все, что находится в противоположном направлении, будет затемнено. Это действительно здорово — совершать ошибки во время выполнения этого упражнения. Гораздо важнее продолжать экспериментировать и пробовать что-то новое во время рисования. В противном случае, если ты будешь слишком бояться совершать ошибки, то никогда не запишешь ничего интересного или не совершишь никаких ошибок, которые на самом деле окажутся действительно замечательными. Будь по-настоящему свободной и снисходительной к себе, имея в виду, что это не будет конечным результатом. Художники могут быть очень чувствительными и часто могут быть интровертами. Очень сложно выставлять себя на всеобщее обозрение, особенно в социальных сетях, когда все критикуют или комментируют. И при этом знать, что люди, просматривающие твое портфолио, тоже будут наблюдать за тобой. Это может быть очень тяжело. Тем не менее, я думаю, что это действительно здорово — выставлять себя на всеобщее обозрение, не зная, сочтут ли люди это потрясающим или нет. Преодоление этого барьера действительно полезно для развития вашего мастерства, потому что вы в основном демонстрируете улучшение. Даже если ты совершаешь ошибки, ты можешь показать, что достигла определенного уровня. Определенно, в первый раз я подала заявление в Riot в 2020 году. Я не прошла стажировку, и это меня раздавило. Я действительно давно хотела поработать в этой компании. Я играла в игры, изучала искусство, и мне было очень тяжело получить отказ. Тем не менее, я думаю, что быть отвергнутой — это то, что мне было нужно, чтобы выстоять и сказать: «Я действительно очень этого хочу». Это заставило меня задуматься о том, что мне нужно изменить свой подход к искусству. Теперь мне нужно перестать бояться совершать ошибки. Отказ — это очень тяжело и страшно, но в то же время это нечто такое, что может быть важнее успеха, а неудача — лучший способ научиться быстрее всего. Что касается искусства, тебе нужно быстро терпеть неудачу и быстро учиться. Я всегда думал, что в Riot было так много гиперталантливых художников, и им не нужно было больше людей. Я думаю, мне действительно повезло, что я пришел в то время, когда им было нужно больше художников. И это было во время ковид. Это было просто потрясающе, когда мне сказали что-то вроде: «Эй, нам нравится твое мастерство. Нам нравится, как ты работаешь. Мы думаем, что ты можешь стать частью нашей команды и внести в нее свой вклад». Это было так, по-настоящему сюрреалистично. Я думаю, что я работала над этим в течение нескольких лет, и мне нравится, что люди, которыми я восхищалась долгое время, наконец-то сказали мне, что твое искусство потрясающее. И это тоже сделало мое путешествие действительно стоящим того. Просто приятно ощущать прогресс. Я думаю, это похоже на видеоигру. Ты постоянно совершенствуешься, повышаешь уровень. Я кое-что открыла для себя. Мне кажется, я буквально танцевала или что-то в этом роде. Я была просто счастлива. Я бы сказала, что начало процесса начинается с браш. Мне нравится сначала создавать высокополигональную скульптуру персонажа. По двум причинам. Во-первых, это создает наиболее органические и естественные формы персонажа. Человеческие тела очень сложны, и в этом есть много тонкостей. Я думаю, что моделирование в Maya или Max First иногда может ускорить процесс, но может исказить его человеческий аспект. Поэтому мне нравится сначала моделировать в высокополигональном формате в ZBrush. После этого мне нравится делать ретопирование и создавать низкополигональные объекты для игры в Maya. Ретопология — это процесс создания низкополигональных объектов из высокополигональной скульптуры. Мы хотим, чтобы игра не прерывалась. Поэтому мы создаем более реалистичную версию. Вместо того, чтобы создавать этого персонажа из миллионов и миллионов полигонов, он будет состоять максимум из 15 тысяч треугольников. Процесс ретопологии заключается в размещении квадратов на персонажа в оптимальных местах, чтобы он правильно деформировался для технических художников и аниматоров. А потом, как только я это сделаю, я нанесу UV-излучение, а затем обычно нанесу 3D-покрытие. Авин — это создание трехмерной модели персонажа, которая раскладывается на листе с текстурой. Это все равно, что очистить апельсин и разложить его на столе. Это выглядит довольно устрашающе. Если вы посмотрите на изображение персонажа, сделанное в ультрафиолетовом свете, то увидите, что он выглядит как расплющенный человек. Это выглядит так, словно это часть фильма ужасов или чего-то в этом роде. Первое, что я пытаюсь сделать, когда работаю над персонажем, используя только плоские цвета, это создать окружающий эффект или АО. И это означает, что я создаю тени формы персонажа, чтобы создать ощущение, что это настоящий 3D-объект. Потому что, когда мы смотрим на это, мы знаем, что это 3D-объект, потому что мы можем поворачивать его, смотреть на него под разными углами. Но если вы игрок, если вы просто смотрите на него без движения, вы не можете точно сказать, что это 3D, если только у него нет этих теней формы. Так что прямо сейчас я просто добавляю их. Я также не забываю о характере Кейтлин. Я уверена, что многие из вас видели потрясающее шоу «Тайна».
Так что просто имейте в виду, что она действительно крутой герой, который к тому же происходит из семьи высшего класса. У нее есть эта гибкая высокая фигура, которая делает ее очень элегантной. В то же время она очень меткий стрелок. Если вы играли против нее на бот-лейн, вы знаете, что она может быть довольно смертоносной. Я как бы хочу передать это ощущение. Да, она очень яркая личность, у которой такие элегантные черты лица, но в то же время она все еще очень смертоносна. То, что мне нравится делать, и то, что я вижу, что многие люди иногда делают не так много, когда они только начинают заниматься рисованием персонажей, и я занималась тем же самым. Это работать очень близко к персонажу. На самом деле тебе не стоит увеличивать изображение. Ты хочешь сохранить его в отдаленной перспективе. Сначала прочитай, что означает, когда ты смотришь на него прищурившись, он выглядит как человек. Когда ты смотришь на пальто, ты можешь сказать, что это пальто. У тебя просто очень плохое зрение, но когда ты смотришь на этого человека, ты все равно можешь сказать, что это такое. Когда ты подходишь слишком близко, и тебе просто хочется сфокусироваться на лице, банте или золотых украшениях, ты как бы теряешь представление о том, как это будет выглядеть издалека. Из-за того, что их персонажи в игре такие маленькие, самое главное — определить первое прочтение и убедиться, что это действительно похоже на Кейтлин. Или это действительно похоже на Ли Син или Лакс. Я думаю, что в концепт-арта у Кейтлин есть отличительные черты. Она всегда носит шляпу. У нее всегда есть эта гигантская винтовка. И у нее такие длинные ноги или такой воротник. Это может стать отличительной чертой концепт-арта. Я думаю, что для создания персонажей в первую очередь важно определить их трехмерную форму, используя все тени и блики. Вот те части, которые выступают наружу, а вот те, которые вогнуты. Самое важное — это сделать так, чтобы это было действительно ясно или даже чрезмерно подчеркивалось людьми. Прямо сейчас я пытаюсь передать это очень мягким голосом, стараясь, чтобы это было предельно ясно. Раньше я просто много работала над лицом, а все остальное оставляла нетронутым. Я поняла, что это не самый лучший способ сделать это. Это целостное ощущение, что этот персонаж не завершён. Я думаю, основываясь на собственном опыте, я понимаю, что это кажется более быстрым, когда я пытаюсь соответствовать темпу, который я использую для каждой части персонажа. В то же время все люди действительно разные. Иногда, если тебе нравится работать над лицом или руками, и ты хочешь начать с этого в первую очередь, то это тоже прекрасно, поработать над этим. Я думаю, что у меня появляется чувство уверенности, когда я знаю, что мой персонаж не будет выглядеть как законченная картошка. Я знаю, что он куда-то движется. У него есть форма. У него сильное впечатление при первом прочтении. И я также использую карту лиги на заднем плане, потому что это полезно для сравнения цветов, чтобы убедиться, что она выделяется. Если бы этот персонаж должен был бегать по игре, было бы действительно здорово иметь это в качестве ориентира на заднем плане. Итак, когда вы, наконец, представите свою работу в своем портфолио, вы можете сказать, что я сравнил ее на заднем плане игры. И она выглядит так, как будто это было бы существуя в этом мире. Кроме того, приятно думать о том, что фрагмент, над которым ты работаешь, существует в игре, которая тебе действительно нравится. Я думаю, это всегда мечта — представить, что то, что ты создаешь, на самом деле существует в мире, который тебе так дорог. Я сама никогда раньше не играла в роли персонажа. Я никогда ничего не анимировала. Но размышления о том, как работают эти дисциплины, действительно помогают в вашем ремесле. После этапа концепт-арта наступает этап создания 3D-персонажей. Мы берем концепт-арт, подобный тому, что я делаю сегодня, и создаем на его основе 3D-модель. Но ограничения, о которых мы должны подумать, заключаются в том, чтобы правильно сгибать локти, потому что вы в основном создаете коробку с множеством различных петель, и она имеет форму буквы «А» — человек. Поэтому следите за тем, чтобы он правильно деформировался, правильно складывался сам на себя, не имел этих странных дурацких точек или неестественно складывался. Ты же не хочешь, чтобы твой персонаж выглядел именно так, потому что это было бы немного жутковато. Следить за тем, чтобы этого не произошло, и за тем, чтобы другим людям, находящимся в процессе разработки, не было больно работать над твоим персонажем в следующий раз. Это самое большое и важное ограничение для нас. Подумайте о себе как о художнике персонажей. А общение с другими людьми действительно помогает, когда у тебя есть возможность узнать их потребности и попытаться удовлетворить их. Это действительно важно. И они будут по-настоящему счастливы, что ты тоже это делаешь. Ты же не хочешь просто сказать: «Это для моего ремесла». И я думаю, что персонажи должны выглядеть вот так. Всегда есть способы обойти друг друга и убедиться, что мы оба поддерживаем друг друга и удовлетворяем наши потребности. Это действительно здорово понимать, как работают другие ремесла. Даже с концепт-артом, понимая, каковы их намерения в отношении материала, жилет становится золотым. Они действительно хотели, чтобы это были золотые доспехи, или они хотели, чтобы это было похоже на блестящую ткань, отражающую свет как золото.
Понимание этого тоже очень важно. Следующим этапом будет переход к техническому художнику. Они также известны как монтажники. Они возьмут вашего персонажа, вставят в него несколько костей с помощью системы VMaya, по крайней мере для Лиги это сделано в Maya, и после этого передадут его команде аниматоров. Аниматор сможет создавать удивительные движения и, по сути, вдохнуть жизнь в созданную вами модель персонажа. Две дисциплины, с которыми я работаю наиболее тесно, это, вероятно, концепт-арт и техническое искусство. Я испытываю огромное уважение к людям, которые могут заниматься техническим искусством. Для меня это почти как математика, это совершенно другой язык. Итак, прямо сейчас я добавляю несколько ирисов и некоторые детали. Я знаю, что это будет очень временно, но приятно иметь глаза, потому что глаза — это такая ключевая часть любого персонажа. И это создает ощущение, что этот человек — настоящий человек. У него есть индивидуальность, с которой вы можете отождествить себя и установить с ней связь. Больше всего я играла в Лиге на самом деле во время ковид, потому что это был отличный способ поддерживать связь со всеми моими друзьями, когда мы все были на карантине и выполняли приказ оставаться дома. Было так тяжело выходить на улицу, и игра в Лиге в некотором смысле поддерживала моё здравомыслие, потому что у меня была возможность просто пообщаться со всеми моими старыми друзьями, с которыми я давно не общались. У Лакс так много очков мастерства. Она была одним из первых персонажей, которых я сыграла и взяла на вооружение. Мне просто понравилось, как люди играли её. Я подумала, что благодаря навыкам ты чувствуешь себя такой крутой и умной. Я бы не сказала, что я настолько хороша, но мне нравится просто пробовать что-то новое и получать удовольствие вместе с ней. С ней можно так много всего сделать. Она определенно один из тех персонажей, над которыми я хочу поработать в один прекрасный день. У меня не было такой возможности, но, чёрт возьми, да, это было бы потрясающе. Я действительно не думала, что когда-нибудь займусь искусством, потому что изначально я поступила в колледж, чтобы изучать сценарий. И так я действительно увлекалась кино и представляла персонажей через диалоги. Мне всегда нравилось заниматься искусством на стороне, но я никогда не рассматривала это как реальный способ заработать на жизнь, пока не увидела, что другие люди на ArtStation преуспевают по-настоящему. И в конце концов я подумала, что просто хочу попробовать это и посмотреть, что получится. Я выросла, играя в видеоигры. Мне нравилось играть в игры Final Fantasy. Я выросла, наблюдая, как мой старший брат играет в Metal Gear Solid Persona. И это оказало на меня огромное влияние. Одними из моих любимых художников из Final Fantasy были Тицуэ Намура и Акихико Ясида. Акихико Ясида создал оригинальные концепции Final Fantasy XIV для основных классов. Он проделал большую работу в Final Fantasy XII. Я росла под этим влиянием и с Тицуэ Намурой. Он работал над King of Hearts и многими другими играми Final Fantasy. Это было действительно круто. В конце концов, когда я обнаружила, что мне хочется заниматься игровым искусством, я как бы черпала вдохновение из подобных источников. Мне действительно понравилась игра Overwatch, когда она только вышла. Не только персонажи, но и концепт-арты Арнольда Цанга были просто невероятны. Но и исполнение их многими художниками было просто потрясающим. Как и 3D-модели для Overwatch, все они казались такими сплоченными, очень забавными и стилизованными. Это было не слишком безопасно. Это то, что действительно выделялось для меня. Когда я изучала искусство создания персонажей, я часто обращала внимание на работы Рено Галана. Это оказало огромное влияние. Когда я увидела, как все это сочетается, помимо игр, я думаю, или это как-то связано с играми. Мне действительно нравилось смотреть трейлеры Like the Blur для всех игровая кинематография. И я знаю, что Лик также сотрудничала с Blur в нескольких проектах для линии Odyssey Skin. Это тоже было потрясающе видеть. Это было так красиво, и сейчас существует множество различных стилей создания персонажей. Например, у нас есть Arcane, который представляет собой смесь ручной росписи, и это действительно здорово видеть. Потому что это не просто что-то вроде эти реалистично выглядящие материалы, как в Overwatch. Это похоже на людей, которые, да, рисуют точно так же, как игровые модели в League of Legends, и превращают их в любимых персонажей. Действительно здорово видеть, как некоторые техники, используемые в игровом искусстве, воплощаются в жизнь способом, доступным людям, которые этого не делают. Я думаю, это не просто игра в игры. Многие мои друзья смотрели фильм Arcane. Они даже не играют в игры. Я работаю над лицом. Я думаю, что брови и строение лица — это одна из самых характерных черт Кейтлин или любого персонажа в целом. Попытаться передать это довольно сложно, так что я не собираюсь делать это сразу. Я просто излагаю некоторые основы, зная, что я немного поработаю над этим позже, и просто попробую что-то, поэкспериментирую, совершу много ошибок. Но зная, что позже все наладится, имея эту надежду. Мне нравится работать с лицом. Это так просто подумать о персонаже таким образом и о том, что это за человек.
а также учитывая намерения концепт-артов относительно того, что они хотят показать об этом персонаже в данном конкретном случае. Скины — это что-то вроде тех вещей из альтернативной вселенной, которые раньше были тегом на Tumblr, или просто типа. Я бы хотел, чтобы мой персонаж был действительно игристым, или как в аниме, как в «Звездном страже». Или что-то вроде «Я бы хотел, чтобы мой персонаж был поп-звездой, или по-настоящему крутым киборгом в Like Siops». Это довольно круто. Просто подумать о том, как концепт-художники хотели переосмыслить этого любимого чемпиона, а также подумать о том, что игроки хотели бы увидеть от этого чемпиона. Самое сложное заключается в том, чтобы помнить о том, что вы хотите, чтобы этот персонаж по-прежнему оставался любимым, узнаваемым человеком, которого любят игроки. Найдите ключевые черты в каждом чемпионе, что делает их Гаренами. Что делает их Камилами. Привнести в это что-то уникальное и свежее действительно важно. Поэтому я думаю, что в данном случае Кейтлин я не могу сделать ей носик пуговкой, как Лакс. Я должна придать ей более острый носик, что-то более наклонное вниз. Лично для меня самое сложное — это побороть свой инстинкт и попытаться придать лицу такое выражение, которое мне больше нравится. Я, как правило, создаю очень милых персонажей. Как правило, вы не хотите, чтобы определенные персонажи слишком сильно соответствовали вашей собственной эстетике. Ты хочешь выглядеть эстетично, что больше похоже на Лигу. Конечно, очень хорошо привнести свой собственный стиль в микс других художников-персонажей. Но в то же время ты должна помнить, что ты здесь для того, чтобы расти и выходить за пределы своей зоны комфорта. В каком-то смысле ты служишь игрокам. Поэтому, конечно же, ты должна быть уверена, что эти ключевые отличительные черты этого персонажа будут ярко проявляться. Да, я совершенно не близок к тому, чтобы закончить с лицом, но я думаю, что в определенный момент мне нужно как бы отпустить его и оставить в покое. Поработайте над другими частями, просто чтобы иметь представление о том, куда это может привести. Я очень близка со многими людьми, например, с моим старшим братом. У него был синдром запястного канала, который действительно сокрушителен для художника, потому что он фактически лишает вас возможности зарабатывать на жизнь и заниматься любым искусством. Многие мои близкие друзья также прошли через то же самое. Держите мой планшет и следите за моей осанкой. Мне нравится рисовать, положив планшет на колени, что может показаться несколько странным. Большинство людей используют Cintiq, или бывают дни, когда я занимаюсь стоя за столом, или мне нравится много растягиваться. Очень важно научиться этому и сохранить это как привычку, потому что, как выразился один из моих наставников, это не похоже на тебя. Сделай это, или у тебя не будет кистевого туннеля. Это вопрос времени. И это очень похоже на депрессию и пугает, когда думаешь об этом. Но полезно помнить о том, что это то, что действительно может навредить тебе как художнику. На самом деле мы не часто говорим об этом, но это то, что следует принимать во внимание, когда вы занимаетесь искусством каждый день. Это одна из профилактических мер, которые я предпочитаю соблюдать, чтобы продолжать заниматься любимым делом — искусством. Я думаю, что как художнику может быть трудно играть во многие игры просто потому, что это может нанести вред вашим рукам. Но я играю в Theft гораздо чаще. Для этого требуется гораздо меньше щелчков мыши и всего остального. Существует такая вещь, как чрезмерная визуализация персонажа или картины в целом. Есть действительно замечательная книга Ричарда Шмидта под названием «Алла Прима», где он рассказывает о том, как его жена советовала ему прекратить рисовать в определенный момент, потому что он не знал, когда это сделать. «Остановись». Я подумала, что это довольно забавно, но это в некотором роде одно и то же. Для рисования персонажей или игрового искусства в целом действительно хорошей отправной точкой было бы то, где все визуализируется. Все материалы очень понятны. Совершенно ясно, как это выглядит на игровом уровне. Вы можете сказать, что да, золотые украшения на самом деле золотые, а не бронзовые, серебряные или что-то в этом роде. Вы можете сказать, что лицо изображено таким образом, чтобы оно соответствовало другим игровым персонажам лиги. Я бы сказала, что у каждого своя точка останова. Но я думаю, что лично для меня важно просто убедиться, что если кто-то посмотрит на моего персонажа и увеличит масштаб, он не увидит этого совершенно незавершенного льва. Или он просто будет выглядеть как настоящий лев, а не как настоящий лев. Наверное, мяч. Как правило, для создания игрового персонажа для лиги, для команды Skins, у нас есть примерно 6 или 7 недель на работу над каждым персонажем. Для Legendarize это занимает немного больше времени, примерно 8 недель. Но сегодня у меня есть около 4 часов, чтобы поработать над Кейтлин. Так что то, что вы можете увидеть, не является полной моделью. Это скорее пример того, что бы я делала, если бы это был обычный рабочий день. Первой кожей, над которой мне довелось поработать на полную ставку, была кожа Кайла, Пожирателя Солнца. Над ней было просто невероятно сложно работать с точки зрения того, сколько у нее крыльев, со всеми материалами, с которыми мне приходилось работать, такими как лава, серебро. Очень темный металлический материал.
Я получила множество отзывов, в которых говорилось, это выглядит не совсем готовым. Многие из меня просто говорят, я хочу продолжать работать над этим, потому что я могла бы сделать гораздо больше. Так что это была действительно хорошая обратная связь от множества людей, которые чувствовали то же самое. И да, я просто продолжала хотеть работать над этим. Потому что я такая, я действительно не хочу разочаровывать игроков. Я хочу, чтобы это выглядело действительно хорошо. И иногда тебе хочется отказаться от определенных проектов, зная, что ты сделала все, что в твоих силах. И просто зная, что в следующий раз ты должна помнить об этом ограничении. Но все это также является частью процесса обучения. У тебя не всегда будет бесконечное количество времени для работы над персонажем. Например, когда я готовил свое портфолио для стажировки, мне казалось, что я могу сам определять свои временные рамки и когда я могу что-то делать. Но для реальных временных рамок индустрии это определенно не так. У меня нет такой свободы. На самом деле это действительно хорошая практика — иметь такие временные ограничения, потому что я думаю, что это действительно сделало меня намного более эффективной. Да, мне нужно уходить из офиса к 6 часам. Как лучше всего нарисовать это так, чтобы это соответствовало игровому росту? Она узнаваема и ставит все точки над «и» с точки зрения ожидания игроков. Если бы у меня не было такого ограничения по времени, я бы всегда использовал Doodle, и это было бы все равно, что снова стать студентом, где я мог бы просто продолжать работать над проектом и возвращаться к нему. Но ты же знаешь, что ограничение по времени полезно еще и по другой причине, которая заключается в том, что иногда в проекте наступает момент, когда тебе совершенно не хочется больше над ним работать. Ты говоришь: «Я с этим покончила». Типа, мне нужна причина, чтобы больше не работать над этим. И иногда это довольно раскрепощает. Просто сказать: «Хорошо, я все визуализировала». И кто-то говорит мне остановиться. Так что я должна остановиться. Да, реакция фанатов на некоторые скины, над которыми я работала, была действительно потрясающей, например, для Кэфи Кьюти Сарака, где она вышла на PB. Мне просто нравилось наблюдать за реакцией людей на это. Было несколько известных стримеров, которые отреагировали и сняли видео, в которых они сыграли бы ее. Это было так здорово, когда они говорили: «О, это просто потрясающе». Это похоже на фанатский скин, но это так здорово видеть, это было похоже на воплощение мечты. После того, как я нанесу более общий рисунок кистью большего размера, я использую кисть меньшего размера и делаю резкие складки, просто чтобы игрок чувствовал себя более узнаваемым. Я добавила немного морщин, но это временно. Я думаю, что для волос я сделаю то же самое, используя довольно темный, но насыщенный цвет, как этот, и добавлю пряди волос. Есть одна очень аккуратная техника, которой я научилась, когда, по сути, вам не нужно выделять каждую прядь волос по буквам. Не стоит брать всю линию целиком и переходить от одной точки к тому месту, где заканчивается прядь волос. Вы хотите просто создать рисунок линии от толстой до тонкой, который просто показывает естественное окружение этой пряди, вместо того, чтобы делать это полностью. Похоже, это лучший способ указать на волосы. Мне очень нравится ссылаться на некоторые заставки и то, как они визуализируют волосы, чтобы создать 3D-модель волос. Мне очень нравится смотреть на работы Алекса Флореса и Эсбиана Лэша. На их работы действительно приятно ссылаться. Эсбен создал Eclipse Leona Skin Splash, а затем Алекс создал Коуван Morgana Splash. Изучение их процесса в целом — это действительно здорово. Что касается 3D, люди часто думают, что вам нужно только наблюдать за тем, как работают 3D-художники. Но на самом деле очень приятно наблюдать за тем, как работают концепт-художники или художники-заставки. Даже художники комиксов действительно хороши. Я думаю, что Майк Миньола оказал на меня наибольшее влияние. Он создал серию комиксов, похожих на Hellboy. И просто понимание того, почему он так накладывает тени или где он наносит блики, действительно здорово, я думаю, для 3D. Я нахожусь на той стадии, когда я просто подтягиваю AO. На данный момент это похоже на нанесение небольшого количества контактных теней, когда объект находится поверх другого объекта, создавая подобие тени там, где они соприкасаются. И есть контактная тень. Некоторые из ошибок, которые я совершала раньше, заключались в том, что я просто забывала о контактных тенях. Но удивительно видеть, как много можно получить в виде ленты или части брони, если просто добавить контактные тени. Это зависит от формы, но некоторые тени, которые нужно иметь в виду и понимать, это тень Терминатора. То есть точка, в которой тень перестает быть тенью и начинает превращаться в точку, где тень заканчивается.
Это звучит немного глупо, прямо как в «Терминаторе». Я думаю, что самое важное, что нужно начать делать, когда вы создаете все формы, это убедиться, что текст предельно ясен. Особенно это касается прически, вместо того, чтобы просто заходить внутрь и прорисовывать все штрихи волос и детализировать все детали. И я чувствую, что это может немного замедлить тебя. Возможно, было бы лучше просто оформить прическу очень простыми штрихами, где вы не пишете по буквам. Когда у тебя есть источник света, похожий на букву «А», тебе не хочется произносить всю букву по буквам. Ты просто хочешь определить, где тени прячутся от света. И как только ты начинаешь понимать, что тебе, как художнику по персонажам, становится намного проще показывать формы объектов. Существуют различные специализации, которые я могу использовать для создания персонажей в целом. Я думаю, что у них другой набор навыков для создания существ, потому что в основном нужно изучать анатомию животных. Но я работала над кожей рекса из бузины, так что на самом деле это было мое первое творение, над которым я когда-либо работала. Это было действительно круто, и я многому научилась из этого. Это что-то вроде искусства окружающей среды. Если ты увлекаешься искусством окружающей среды, лучше просто тренироваться специально для этого. Если ты увлекаешься созданием живых существ, то тренироваться этому действительно полезно. Однако, если ты действительно хочешь работать над гуманоидными персонажами, это то, чем ты увлечена, тогда лучше изучать анатомию человека и быть действительно сильной в этом. И понимать формы. О том, как выглядит человек, какие мышцы выделяют его, и как подчеркнуть некоторые из этих форм. Но, по-моему, это действительно здорово — иметь в своем портфолио такое разнообразие персонажей. Мне нравится работать над женскими персонажами, но я не знаю, стала бы я сильным художником по персонажам, если бы работала только над женскими персонажами. Я думаю, что это здорово — бросить вызов себе и поработать над мужскими персонажами или работать не только над симпатичными персонажами, но и над действительно страшными. Немного более навязчивые. Да, я помню, когда я только начала составлять портфолио для стажировки, у меня была потрясающая возможность стать наставницей Ката или Екатерины Бурыкиной. Она руководит созданием персонажей в команде Skins. В свое время я дала ей пару концепт-артов, которые хотела опробовать в качестве персонажа, в создании которого она могла бы стать моим наставником. И многие из них были просто очень симпатичными персонажами. И она была действительно хороша в том, чтобы побудить меня выйти за пределы моей зоны комфорта. Я многому научилась, работая над другим типом тела и как персонаж мужского пола, что могло бы быть применено ко многим работам, которые я выполняла в будущем. Работать с такими уродливыми чуваками, как я, само по себе сложно, но это может говорить о том, к какому типу людей я отношусь. Мне нравится играть симпатичных персонажей из Лиги. Это именно то, к чему я всегда стремилась. Обычно я не выбираю таких персонажей, как Гарин или Йорик, но на самом деле именно это заставило меня больше ценить таких персонажей. Как только я начала работать над персонажами, которые представляли собой массивных парней с отцовскими телами или что-то в этом роде, было интересно посмотреть на множество отсылок. Я имею в виду, что в нем определенно есть сильный силуэт. О, это похоже на тип персонажа, который этот парень просто любит. Походить, потоптаться, наверное, не так грациозно, но... Да, я думаю, что, честно говоря, мне просто нравится работать с самыми разными персонажами. Я думаю, что Джин или Хазикс были бы действительно трудными. Я думаю, что одним из моих любимых чемпионов с точки зрения знания игрового процесса является Джин. Мне просто нравится, что он такой парень, склонный к серийным убийствам. Его реплики просто великолепны, а то, как его ульт играет на нем как на персонаже, и игровой процесс действительно потрясающий. Я думаю, что с ним было бы действительно сложно работать, в том смысле, что игроки увидели бы его и должны были бы полюбить. На самом деле с Хазиксом тоже было бы очень сложно, потому что он похож на это существо, которое также является чем-то вроде гуманоида, но не так. И было бы просто очень трудно хорошо представлять его, потому что он все еще очень крутой. Но, по-моему, было бы очень легко выставить его в очень глупом свете, а я на самом деле не хочу этого делать. Я думаю, что он действительно страшен в игре. Было бы очень сложно сделать так, чтобы он выглядел круто. Еще одним персонажем был бы Каин. Я думаю, что с Каином было бы сложно технически, потому что у него просто так много форм, и он создал бы нового персонажа для каждой из своих форм. Да, это здорово, когда тебе бросают вызов. Я определенно думаю, что самым сложным персонажем, над которым мне довелось поработать, была пожирательница солнца Кёэл, потому что у нее так много крыльев, что у нее как бы две формы. Так что воплотить это в жизнь, а также придать этому ощущение близости к преданиям, было довольно сложной задачей, я думаю. Мой первый персонаж, которого я создала в 3D, я думаю, что он мог бы быть похож на скульптуру Ари, но это было действительно плохо. И я совершенно не ожидала, что с этого момента перейду к созданию персонажей. Я все еще занималась графическим дизайном и некоторыми другими вещами, такими как написание сценариев.
Но в то время я просто хотела изучить 3D-программное обеспечение, потому что мне казалось, что это действительно интересно попробовать. Да, оказалось, что мне это так понравилось, что я захотела заниматься этим на полную ставку. Первым полноценным персонажем, которого я завершила, была одна из моих работ, которая есть на моей арт-станции и называется как Суккубуни. Она похожа на кролика Суккуба, и я представила ее на этот художественный конкурс. Это было похоже на конкурс 3D-искусства Артва. Она победила в народном голосовании. Так что это было действительно круто, но в тот момент я определенно не знала, как изобразить игрового персонажа. Это было что-то вроде скульптуры. Так вот, прямо сейчас я работаю над золотыми медалями. Золотые украшения действительно сложно не испачкать грязью. Самый простой способ сделать их мутными — это как бы перейти к серым оттенкам. И ошибка, которую я часто вижу у подобных художников, которые только начинают свою карьеру, заключается в том, что им на самом деле не нравится переходить к насыщенности. Они предпочитают оттенки серого и черного. Но для золота, особенно если они расположены близко друг к другу и имеют сложный дизайн, как этот, лучше выбрать немного более насыщенный цвет. Они просто не знают, как работают золото и другие металлы. Принцип работы золота заключается в том, что если золотые поверхности обращены друг к другу и на них падает свет, то получается нечто вроде бесконечного скачка насыщенности. В данный момент я просто пытаюсь это представить. Я использую правую сторону треугольника, которая имеет очень высокую насыщенность, и это золото обращено к другой поверхности золота. Получается эффект бесконечного отскока, когда золото становится все более и более насыщенным. Честно говоря, это похоже на то, чему вы учитесь на видео по рисованию, но я думаю, это то, что трудно увидеть во многих процессах текстурирования. Так что это одна из причин, почему я думаю, что действительно важно наблюдать, как рисуют другие люди, даже если это не обязательно происходит в процессе рисования. 3D. Есть один проект, похожий на фан-арт Castlevania, в котором я пытаюсь воссоздать плащ Тревора Белмонта, который он носит его на бедре. И в то время я понятия не имела, как работает ткань. Так вот, я, по сути, заставила своего брата просто накинуть на себя вот это красное одеяло, и я просто сфотографировала. И вот так мне удалось придать ему текстуру и узнать немного больше о ткани. Это здорово, когда тебе нравится, когда члены твоей семьи или друзья таким образом взаимодействуют с твоим искусством и помогают тебе в этом. Я думаю, что просто иметь естественное любопытство к тому, как работают материалы, действительно хорошо. Иногда, когда ты просто смотришь на фотографии, трудно понять, что происходит. Но когда ты действительно осязаемо взаимодействуешь с этим, тогда это действительно очень приятно и заставляет задуматься. Ты как бы лучше понимаешь материал. Тогда тебе не придется изучать это снова и снова. Я думаю, что то же самое относится и к анатомии. По сути, я изучала анатомию целый год, прежде чем приступила к рисованию персонажей. Поэтому я хожу на эти мастер-классы, где была бы модель. Которая позировала бы обнаженной. Все в комнате рисовали бы их или раскрашивали. Это было действительно полезно для понимания анатомических форм, например, того, насколько важен силуэт. И я думаю, что гораздо труднее понять это, когда ты просто смотришь на фотографии позирующих людей в интернете. Я думаю, что то, что выделяет мою работу, это моя чувствительность. Я действительно выросла, наблюдая за аниме, и мне нравится играть во все это как в джирпк. И я думаю, что часть этого влияния проявляется в том, как я делаю 3D. Мне нравится упрощать лицо. Использовать немного больше техники линейного искусства, когда дело доходит до прически, и иметь что-то вроде медиума. Между чем-то более западным. Это похоже на World of Warcraft и что-то более восточное, например, Final Fantasy. И это как бы слияние этих двух вещей воедино. Многим артистам нравится больше склоняться к одному, чем к другому. Но мне нравится смешивать эти два направления. Я действительно не могу решить, что мне нравится больше. И, возможно, именно это как-то влияет на меня и выделяет из толпы. Я нахожусь на той стадии своего процесса, когда мне хочется посвятить себя определенным теням и определенным формам. Так что я просто добавляю более жесткие оттенки в ее прическу. Мне нравится начинать с того, чтобы сделать прическу, форму тела и все остальное довольно мягкими. Но на данном этапе я хочу создать больше контраста, и, вероятно, я сделаю то же самое и с кожей. Я просто попытаюсь определить форму ее лица с помощью кожи. Кейтлин по канону довольно бледная. К тому же она смешанная натура. Она наполовину азиатка, наполовину европеоид. Так что точность в этом вопросе действительно важна, особенно для репрезентации. Я думаю, что одна из самых сложных частей работы художника по персонажам — это уметь точно представлять культуру персонажа,
хотя это и одна из самых сложных вещей. Это одна из самых важных вещей. В наши дни действительно приятно видеть множество разнообразных игр. В последнее время я часто играю в Apex Legends, и это действительно здорово — видеть всех этих героев из разных слоев общества. Было также удивительно увидеть это и в Overwatch. Я думаю, что для Лига также хорошо справляется со многими недавними чемпионами, и привнести это в Кейтлин действительно здорово. Просто в процессе попытки сделать это более понятным, и вы знаете, оттачивая форму ее лица, очень похожую на ее каноническое лицо. Прямо сейчас я просто пытаюсь усовершенствовать его. Самая привлекающая внимание часть персонажа в Лиге — это плечи, голова, лицо, волосы и все, что у нее на голове. Я пытаюсь усовершенствовать это и сделать так, чтобы все внимание было сосредоточено на этой области. Это действительно важно, поэтому я собираюсь немного подробнее рассказать об этом. Самое высокое значение, которое я придаю рукавам, — это красный цвет. Но если я хочу увеличить его еще больше, не делая цвета слишком мутными. Действительно хороший способ сделать это — просто сделать эту штуку, называемую изменением оттенка, где я меняю цвет, но все равно остаюсь прежней с точки зрения ценности. Ценность заключается в том, насколько ярким может быть что-то или насколько темным может быть что-то. В то время как цвет или оттенок — это сам по себе фактически цвет, например, красный по сравнению с оранжевым, желтым или зеленым. Итак, существуют определенные цвета, которые сами по себе ярче других. Так что если вы посмотрите на голубой или вот этот желтый, они покажутся вам намного ярче, чем если бы вы переместили цветовое колесо на фиолетовый. Фиолетовый цвет всегда кажется очень темным. Так что иметь это в виду действительно важно при текстурировании и рисовании, чтобы вы не всегда переходили к белому или желтому цвету. Черный цвет создает все эти блики. Вы больше используете то, что вы знаете о цветах. И я думаю, что способность понимать, как действительно хорошо манипулировать этими двумя аспектами, является действительно сильной характеристикой для художника. Вместо того, чтобы, например, я хочу, чтобы ее пальто было красным, вместо того, чтобы делать тени более ровными. Темно-красный. Переходя к почти неяркому цвету, мы можем изменить оттенок или цвет на фиолетовый, чтобы тени от красного материала были фиолетовыми, а не темно-коричневыми или красными. Таким образом, материал кажется более свежим, и вы не ограничиваете ткань просто красной вещью. Когда несколько цветов взаимодействуют с одним материалом, возникает больше интереса. Что касается оттенков этого красного бархатистого пальто, я остановлюсь на фиолетовом, потому что фиолетовый, естественно, более темный цвет, чем красный. Фиолетовый может быть только очень ярким. Красный цвет может быть намного ярче фиолетового. В данном случае красный — это просто наш местный цвет. Местный цвет означает, что если на этом объекте, например, на яблоке, нет источника света, то местный цвет яблока будет красным. То же самое относится и к этому пальто. Местным цветом этого пальто будет красный. Но мы можем манипулировать тем, как люди воспринимают это красное пальто, делая тени от этого красного пальто фиолетовыми. И тогда блики этого красного пальто больше напоминают оранжевый цвет, но люди все равно воспринимают его как красный. Мне нравится, когда художник-концептуалист рисует мои картины. Раскрашивание — это когда художник-концептуалист или любой другой художник рисует поверх изображения, которое вы им отправляете. Допустим, прямо сейчас я делаю скриншот Кейтлин, создаю формат JPEG и отправляю его концепт-художнику для закрашивания. Они могли бы дать мне обратную связь в виде визуального изображения, просто буквально нарисовать поверх изображения и показать вам, возможно, в формате GIF-формат. Да и после закрашивания за кадром они будут такими: да, мы хотим сделать ее выше. Они могут покрасить ее ноги, чтобы они были немного длиннее, или изменить лицо. Это действительно помогает развить ваше мастерство и сделать образ персонажа более точным. Художники-концептуалисты действительно очень хорошо понимают, на что они смотрят, и могут точно определить, как это можно улучшить. Причина, по которой я так думаю, заключается в том, что у концепт-художников более сильная подготовка и перспектива. Я могу объяснить это так. В 3D-программах нам бесплатно предоставляется эта перспективная машина, где мы можем перевернуть этого персонажа. И мы можем ясно видеть, что это похоже на 3D-вещь. Но для 2D-художников, таких как концепт-художники, им приходится создавать свою собственную перспективу с нуля. Они должны создать свою собственную перспективу и визуализировать ее на двумерном листе бумаги. И именно из-за этого, я думаю, у них очень хороший нюх на то, как улучшить вещи и как сделать их более привлекательными. Но если бы это была настоящая кожа, и если бы я работал над этим с Томом,
я бы, вероятно, задал ему много вопросов. Вопросы. Как выглядит этот материал? Является ли этот материал более шелковистым? Предполагается ли, что он должен быть более бархатистым? Действительно хорошо. Я бы также, вероятно, попросила его дать отзыв о лице. Например, да, тебе кажется, что это похоже на Кейтлин. Есть ли что-нибудь, что вы хотели бы изменить в лице, чтобы сделать его ближе к тому, что вы себе представляли? На самом деле я попросила его подкрасить мою скульптуру с высоким содержанием полимеров. Так что он действительно дал мне возможность немного подкрасить и дать некоторые отзывы. Так что это было действительно здорово, и я просто подумала, знаешь, как я могу сделать это более похожим на Кейт? И он дал мне все эти замечательные советы. Он работал над скинами Асу для Кейт. Так что у него были обширные знания о том, кем должна быть Кейт, которых у меня раньше не было. И было здорово поговорить с ним об этом. Обычно концепт-арт, который мы получали, был просто представлен с точки зрения внутриигровой перспективы. Или иногда нам повезет, и у концепт-художников будет время сделать что-то вроде орфографии, которая находится перед персонажем. Сбоку, сзади. Но иногда, если мы просто получаем внутриигровой концепт-арт от концепт-художника, нам приходится как бы визуализировать многое из того, что они представляли в нашем собственном воображении, как бы экстраполировать. Это определенно здорово. Важно получить обратную связь от таких концепт-художников и убедиться, что вы движетесь в правильном направлении. Потому что у них, вероятно, больше контекста для того, что они представляют, чем вы можете предположить в некотором смысле. Иногда бывает трудно в точности воспроизвести то, о чем они думали. Как 3D-художнику всегда приятно, когда ты можешь задавать вопросы и получать больше информации о том, что они задумали. Потому что я думаю, что в конце концов твоя работа как 3D-художника заключается в том, чтобы воплотить в жизнь вдохновляющий концепт-арт, который тебе дают. И постарайтесь сделать это как можно более однозначным, с учетом ограничений, которые возможны в игре. Да, концепт-художники очень важны для 3D-художника. Совсем другое дело, когда ты просто работаешь над скином или создаешь фан-арт самостоятельно. Я думаю, что проблема, с которой я столкнулся в студенческие годы, заключалась в том, что я не мог просто зайти в демс этого человека и спросить его об искусстве, которое он создал. Я имею в виду, что технически ты можешь это сделать, но не всегда получишь такой ответ. Когда ты работаешь над лигой, это действительно здорово — иметь такой ресурс внутри компании. Я могу буквально подойти к человеку, создавшему этот вдохновляющий концепт-арт, и спросить его, что он задумал для волос или для подобных материалов на этой фотографии. И это здорово. Для конвейера в лиге, как правило, важно убедиться, что модель, которую вы создаете, этот новый скин, который вы создаете, точно соответствует той установке, которую они используют. И, как правило, перед этим есть слой кожи или что-то вроде базовой сетки, на которую вы можете ссылаться. Иногда я буквально создаю модель, а затем импортирую предыдущий слой кожи, над которым мы только что работали. Просто положите их друг на друга и посмотрите, правильно ли совпадают их стыки. Совпадают ли ее пальцы с предыдущими. Очень важно убедиться, что все это согласовано с предыдущими установками. В противном случае ваши технические художники придут к вам и скажут: «Эй, вам нужно, знаете ли, настроить это, убедиться, что все это работает». В противном случае анимация не будет переведена. У меня есть довольно забавный пример, сделанный несколько дней назад, когда я работал над этим персонажем, и у этой героини такой рот, и у нее есть зубы. Я и понятия не имела, что в модели персонажа, которую я создала, губы были словно сшиты вместе. Поэтому всякий раз, когда аниматоры пытались заставить ее кричать или что-то в этом роде, этого просто не происходило. Это просто выглядело как это ужасающее лицо. Это просто немного искажает картину, потому что ее рот был плотно сжат. Мой технический художник был очень мил и спросил меня: «Знаешь, например, эй, ты можешь открыть рот?» И если бы я был лучше подготовлен и провел свое исследование раньше, я, вероятно, смоделировал бы это так, чтобы ее рот был открыт. Но мне пришлось немного перепроектировать его так, чтобы рот открывался. Это было действительно тяжело. Я и не знала, что для создания персонажа иногда требуется своего рода проверка ловкости. Но это определенно был один из тех моментов, когда я подумала: этого можно было бы избежать, если бы я провела немного больше исследований по этому вопросу и убедилась, что это не будет ошибкой. Выпуск позже. Очень важно убедиться в том, что вы точно знаете, на что похожа установка, какими частями тела этого персонажа следует манипулировать, есть ли у этого персонажа зубы, есть ли у него губы. Это определенно важно усвоить. В противном случае тебе придется сделать несколько небольших операций. Как я сделала буквально вчера. Это было довольно сложно. Вот и все, что я хочу сказать. Я не рекомендую делать это там, где ты просто понятия не имеешь, что происходит. Но ты же знаешь, что совершать подобные ошибки тоже нормально, потому что именно так ты учишься. Ты учишься лучше всего просто пробуя что-то новое. А потом, когда ты совершаешь ошибки, на исправление которых у тебя уходят часы, иногда это лучшее напоминание тебе никогда больше так не поступать. Кейтлин, я думаю, что ее фалды были бы в некотором роде проблемой, потому что обычно у нее ничего не развивается за спиной. Так что это должно быть специальное приспособление, которое крепится к ее одежде и может двигаться естественным образом, а не цепляться за нее.
Я слышала, что иногда это очень трудно сделать, но я не уверена. Вот некоторые из ограничений, о которых концепт-арту придется подумать, готовясь к тому, насколько сложно будет попросить некоторых технических художников создать что-то для игры. Одна из самых больших проблем заключается в том, чтобы иметь длинные не спадающие рукава внизу. Создавать персонажей с длинными рукавами очень сложно из-за такелажа, который мало похож на саму модель. Я думаю, что для Кейтлин да, в зависимости от того, кто является вашим техническим художником. Они были бы очень взволнованы или действительно недовольны тем, как выглядит фалды пальто. Но это также просто простое решение. Если их нужно подстричь короче или, возможно, просто полностью избавиться от них, это не должно представлять слишком большой проблемы. Но, безусловно, да, всегда есть о чем подумать. Да, я настроила свои текстуры таким образом, чтобы они отражались с обеих сторон. Если у вас симметричный дизайн, то очень легко сэкономить место на листе текстур и как бы дублировать его. Большинство текстур являются зеркальными. Если они асимметричны, то вы бы рисовали с одной стороны, и это не отразилось бы на другой стороне. И иногда это было бы своего рода болью, убедиться, что они переводят заново. Иногда бывает приятно, когда все уже настроено таким образом, что тебе больше не нужно беспокоиться об этом. Но да, есть некоторые скины, где это не совсем симметрично, или есть определенные персонажи, которые не совсем симметричны. Примером, который я могу привести, является Зира. Ее кожа полностью асимметрична. Все эти листья расположены в определенном направлении по всему ее телу. Это затрудняет зеркальное отображение, а также потребует больше времени на создание текстур для нее. Потому что вы экономите половину времени, зеркально отображая текстуры, по сравнению с тем, если бы вы этого не делали. Прямо сейчас я подкрашиваю ее ботинки. Это похоже на то, о чем я говорила ранее при создании форм, за исключением того, что все наоборот. Вместо добавления теней я создаю блики, чтобы еще больше подчеркнуть форму. В то же время на самом деле вы не хотите, чтобы ботинки слишком привлекали внимание. Таким образом, вы всегда можете взять местный цвет и на самом деле не стирать, а как бы немного отодвинуть его назад. Таким образом, внимание остается прикованным к ее торсу. И я думаю, что теперь, когда у меня есть множество ее основных моментов и ее AO, я хочу сосредоточиться на визуализации ее верхней части, которая является самой привлекательной частью персонажа в лиге, поскольку она расположена сверху вниз. Мне действительно нравится работать над лицом, потому что, во-первых, это придает персонажу узнаваемость, а во-вторых, создается ощущение, что ты накладываешь на кого-то макияж. И мне нравится заниматься этим в свободное время. Так что, возможно, именно поэтому. На самом деле очень интересно смотреть уроки макияжа, потому что ты думаешь о том, как можно применить это к персонажу. Даже для персонажей мужского пола ты все равно думаешь о том, насколько густыми я хочу видеть брови, потому что это сильно меняет силуэт лица. В Dragon Ball Z вы можете определить, что это Гоку, просто по его бровям и форме волос. Я думаю, что брови очень важны для того, чтобы сделать персонажа таким, какой он есть, потому что они такие выразительные. Кейтлин, по-моему, больше похожа на серьезного персонажа в лиге. У нее должен быть определенный настрой, более резкие, опасные черты лица. И ее лицо просто кажется мне очень теплым, но ее базовая кожа, базовые текстуры, которые у нее есть на лице, выглядят намного холоднее. Поэтому мне нужно немного охладить ее кожу. Я думаю, что одна из самых сложных вещей, которую нужно сделать, когда вы создаете портфолио для компании, в которой вы действительно хотите работать, это ссылаться на предыдущих персонажей, которые уже есть в игре. Я нахожу довольно сложной задачу передать черты лица Кейтлин таким образом, чтобы она была похожа на нее в настоящее время в игре. Иногда, когда ты не можешь решить задачу сразу, это похоже на те тесты по математике, где тебе говорят пропустить вопрос и вернуться к нему позже. Я тоже иногда так поступаю с персонажами, когда я не обязательно могу понять, как сделать правильный выбор. Очень похоже на ее нынешнее лицо. Так что сначала я попробую немного поработать с ее прической, а потом вернусь. Я думаю, что это действительно хороший и эффективный способ эффективно использовать свое время. Также освободи немного места в голове, чтобы ты могла подумать об этом в глубине своего сознания, работая над чем-то другим, а затем вернуться к этому, зная, что делать дальше. Прямо сейчас я сосредоточусь на том, как она будет выглядеть сверху вниз. Раньше я часто смотрела на нее спереди, пытаясь представить, как она будет выглядеть с такой высоты. Однако я не должна забывать о том, какой ее увидят игроки. Если бы это была реальная игровая модель, я бы не забывала о удобочитаемости. Так что прямо сейчас я просто собираюсь немного усовершенствовать плечи, структуру ценностей на плечах, так, чтобы это было похоже на верхнюю часть плеч. Они приближаются к вам, в то время как боковые стороны плеч удаляются от вас. Хороший способ передать это ощущение перспективы и наложения друг на друга — это снова создать эти формы теней. Эти насыщенные теплые коричневые цвета создают ощущение, что все это приближается к тебе, а это приближается к земле.
Кроме того, блики также немного насыщены. То же самое и со шляпой. Вы хотите, чтобы верх шляпы был максимально ярким фиолетовым, какой только может быть у этого темного материала, который, возможно, не должен быть таким ярким, как этот. Так что мы всегда можем смягчить это, взяв местный колорит здесь и смыв его здесь. Потому что нижняя часть ее шляпы находится немного дальше от того места, где, я думаю, находится камера, которая находится здесь. Ты хочешь, чтобы фиолетовый оттенок в нижней части шляпы был не таким ярким, как в верхней части шляпы. Это очень похоже на то, что ты используешь свои логические способности. Например, если это золото находится ближе к игрокам, а камера должна быть намного ярче, чем золотые украшения, которые у нее на плечах. Помни об этом, мы еще больше укрепляем идею о том, что этот персонаж освещен солнцем или освещением в мире Лиги. То же самое можно сказать и о том, что происходит перед ней. Мы хотим, чтобы эти маленькие ленточки были закруглены по направлению к игроку. А затем мы хотим немного изменить эту округлую форму, чтобы создавалось ощущение, что середина выпячивается навстречу тебе. И тогда боковые стороны не выпячиваются навстречу тебе. Она отодвигается назад. Я бы сказала, что тот же принцип применим и к ее рукам. Руки очень важны, особенно для Кейтлин. Она всегда держит в руках пистолет. Поэтому следите за тем, чтобы ее руки были округлыми на ощупь, как эти цилиндры, и чтобы основные моменты были направлены вверх вот так. С высоты игрового полета кажется, что она освещена солнцем. Ты также можешь заметить, что на самом деле я не слишком увеличиваю масштаб для того, чтобы сделать это. На самом деле довольно просто рисовать издалека и закрепить это. То же самое можно сказать и о волосах. Они не обязательно имеют форму соломинки или трубочки, как конечности. Но вы все равно можете почувствовать, что вам хочется откинуть кончики ее волос назад или за спину и убедиться, что волосы, которые падают, не выпадают. На ее плече подсвечено. Создается впечатление, что ты проводишь прямую линию по ее плечам, а затем спускаешься к рукам. Я думаю, что самое важное, чему я научилась, будучи стажером, это тому, как сделать персонажей читаемыми в игре. И так как человек, который составлял студенческое портфолио, я понятия не имела, каково это — создать персонажа для реальной игры. В том смысле, что вы можете поместить его в этот персонаж в движке. Хорошо, протестируйте его. В Riot есть действительно классная возможность. Когда вы создаете персонажа, вы также можете протестировать ее в игре и посмотреть, как этот персонаж бегает в пространстве, что действительно полезно для визуального представления его. Я думаю, что, будучи студенткой, мне действительно трудно представить, как этот персонаж будет работать в игре. Итак, во время моей стажировки, поскольку у Riot была система, с помощью которой мы могли реально тестировать персонажей в игре, я узнала много нового о том, как сделать персонажей более читабельными в игре, и следим за тем, чтобы освещение было нормальным. Начиная с верхней части, отодвигайте все, что находится ниже талии, и отодвигайте все, что находится ниже талии, чтобы уменьшить насыщенность и затемнение, чтобы это меньше привлекало внимание. Первый персонаж, которого я создал в качестве стажёра, это была милашка из кафе «Сарака». Я постоянно получал отзывы, где они были. Она сказала, что ее юбка привлекает слишком много внимания и отвлекает внимание от бликов на ее лице, плечах и волосах. Я определенно не хочу делать это для игры, потому что это сильно сбивает с толку и отвлекает внимание от того, на что ты смотришь. Научиться избавляться от этого и научиться удобочитаемости было очень важно. Работа в геймдев заставила меня осознать, сколько усилий требуется для того, чтобы скин или продукт казались очень цельными и захватывающими. Работая над Skins, я осознал, как много работы требуется для создания звуковых эффектов или фэкс, и как много сотрудничества и коммуникации существует между всеми этими дисциплинами. Есть определенные игры, которые кажутся настолько приятными из-за того, как эти дисциплины так хорошо работают вместе, и довольно удивительно видеть, насколько мощными они являются. Это когда люди могут работать вместе, создавая продукт, и все они разделяют общее видение. Итак, я проделала небольшую работу по созданию текстур, чтобы они были более удобочитаемыми в игре. Так что я собираюсь вернуться назад и немного доработать некоторые формы, убедиться, что спереди они снова довольно четкие. Но да, честно говоря, я думаю, что в качестве первого целый день я работала над текстурами, и это меня вполне устраивает. Я думаю, что нахожусь в довольно хорошем месте. Да, я думаю, что в будущем следующими шагами будет просто усовершенствование текстур, обеспечение того, чтобы материалы читались как шелк или бархат, обеспечение того, чтобы золото хорошо сочеталось друг с другом, и все материалы взаимодействовали друг с другом. И да, просто красиво тщательно промойте и повторите процедуру. Я держу их на прицеле. У меня никогда не бывает скучных моментов.
Давай закончим с этим. Спасибо вам, ребята, за то, что посмотрели этот эпизод. Я надеюсь, что вы смогли извлечь из этого какую-то информацию, и это было полезно. Не стесняйтесь заглядывать на мою страницу ArtStation или в Twitter, а также посмотрите следующий эпизод анимационного шоу Super Art Power Hour. Увидимся там!